Всем здравствуйте! Я вас рада приветствовать на моем канале «Путь к себе». Меня зовут Анна, и сегодня мы с вами посмотрим, как там дела с коридором затмений. В прошлый раз я делала видео на лунное затмение. Сегодня мы посмотрим на сам коридор, чего да как. Было 3 варианта, можете выбрать тот же, который вы в прошлый раз выбирали, либо тот, который вам больше откликнулся, особенно если вы там с чем-то уже работали. Соответственно, что хочу вам еще сказать по поводу самого коридора затмения. Это всегда такое время, когда есть смысл почиститься, сделать какие-то чистки. Мы с клиентами начали делать отливки на их темы, на отношения, на деньги, делать проработки, делать практики. В прошлом видео давала практику на обиды, да, то в том числе, если вы по каким-то причинам не можете обратиться, да, к кому-то, вот можно сделать практику по письма обиды, да. Есть еще радикальное прощение. Книжка, но, возможно, в интернете тоже есть эта практика, можете посмотреть. Есть практика Хо'о'нопоно, тоже ее много где можно найти, как она описывается. И, возможно, я сделаю видео, чтобы все на одном канале было. И, соответственно, мы вот сейчас с теми, кто ко мне обращается, тоже работаем и с какими-то кармическими завязками, зависимости, очищаемся активно, открываем дороги, пути и меняем свою жизнь. И давайте вот посмотрим. Этот коридор затмений, он для вас про что вообще конкретно? Какая тема вам подсветится? Говорят нам о том, что захочется поменять в своей жизни что-то, про реализацию, про путь к себе. Возможно, вам это видео попалось именно в коридор затмений. Мое, значит, здесь какая-то для вас есть информация. Выбирайте, и мы с вами, вот это первый, второй и третий. Мы с вами начнем. Здесь я буду использовать другие колоды, нежели в прошлом видео. И даже я хочу начать с рун. Хочу посмотреть конкретно для вас этот коридор затмения, про какие энергии. У вас здесь 3. А у вас здесь что нужно сделать? Вам нужно из того застоя, который у вас в жизни есть, выходить. То есть вам нужно совершенно другие действия совершать, совершенно другие сценарии, да, то есть делать так, как вы не привыкли делать. Ну, например, если вы самый простой вариант, если вы ходили на работу одним путем, теперь вы ходите другим путем. Либо если вы зарабатывали деньги или привлекали клиентов каким-то одним путем, теперь вы это делаете каким-то другим путем. А здесь у нас Еро — это про новые семена, да, про развитие, про начало нового цикла. И Перт — это про то, что вы как личность, в том числе Иса, здесь не только про застой, это про еще внутренний стержень, да, про вашу личность. То есть ваша личность должна обновиться. Если прям по энергиям брать Таро, то это вот как страшный суд, да, сюда обновление, что-то новое, какие-то новые инсайты, новые взгляды. Про мышление, кстати, можете посмотреть, у меня есть плейлист «Как поменять мышление». Там аудиоподкасты. Тоже, я думаю, вам будет интересно, словите инсайты. Я, в принципе, сама, не знаю, выйдет это видео еще или нет, до этого видео, но вот новый формат разбора мышлений мне очень нравится, и я к этому долго шла, и вот тоже у меня на канале это будет. Соответственно, общаемся по теме мышления, мы тоже в телеграм-канале, заходите.
будете эти аудиоподкасты, так скажем, слушать первыми. И давайте посмотрим, чего здесь касается ваше обновление на колоде Таро руны. Что-то прям вот коридор затмений, все по рунам. У меня еще одна колода рядом лежит, тоже она руническая. Смотрите, вы здесь долгое время двигались к вашему обновлению, к вашим мечтам, к вашим желаниям из состояния дефицита. Возможно, вы даже не верили в то, что вы можете получить, о чем вы мечтаете. При этом вы могли перерабатывать, вы могли, вот, как говорится, стегать себя кнутом. Соберись, тряпка, что называется, пошли пахать. Мы еще как бы солнце высоко, хотя это может быть глубокая ночь, то здесь вы отчаянно прям дрались за свои мечты, вгрызались в гранит науки, возможно, но здесь это все было с какой-то долей неверия, на самом деле, что вы можете это получить, с каким-то напрягом, сверхусилием, с каким-то вот... То есть вам приходилось делать как-то больше, чем другим людям, чтобы получить такой же результат. Здесь внутри вот такое интересное состояние неизобилия, да, то есть мне еще чего-то не хватает, чтобы этого достичь. Либо здесь была такая нехватка энергии, загнанности какой-то. Что пришло время поменять? Отношение к тому, как вы достигаете цели. Здесь как раз-таки вот про это было, да, пойти другим путем, сделать по-другому, другие сценарии. Здесь ваш путь должен начать вас наполнять. Не то, что вы вот пошли как в пустыне, да, у вас есть один термос с водой, одна бутылка с водой. Пока вы шли, вы ее выпили, но вы еще не дошли. А здесь о том, что вы, когда идете, ваш путь тоже должен наполнять, не только результат вас должен наполнить, но вы и на пути к вашей цели тоже должны наполняться. Ну, конкретно здесь, то есть вы идете по дороге, и при этом ваша бутылочка есть, где ее наполнить в том числе, а не то, что вы вот посреди пустыни стоите, вода кончилась, а наполнить вы ничем ее не можете. Здесь про это. То есть у вас какая-то промежуточная отдача, какое-то удовлетворение должно быть. То есть на энергии, скажем так, недостатка, дефицита вы не уедете далеко. Вы своих целей не достигнете. Вы можете умом, так скажем, себя подстегивать, что надо, соберись, Федя, сегодня выступаем, но это не тот путь, который даст вам действительно результат. Когда вы боретесь за свои мечты, это не значит о том, что не надо ничего делать, да, вот нужно сложить лапки и ждать моря у погоды, точнее погоды у моря. Это о том, что не нужно тратить свою энергию на сопротивление. Возможно, ваша цель, она немножко в другой двери. То есть вы ломитесь в одну, а там стенка. А надо открыть соседнюю, да, и здесь опять-таки про это, другим способом, зайти с другой стороны, не можете зайти в дверь, лезем в окно, как говорится, и тогда вы сможете сделать прорыв в той сфере, в которой вы сейчас как раз-таки пытаетесь это сделать.
В какой сфере, кстати, вы? Здесь сфера партнерства, про отношения больше, либо это эмоционально-чувственная сфера, да, с которой вы работаете, закрытость чувств, интуиция, ваша сила, какие-то способности, либо взаимодействие с людьми, но в большей степени здесь про отношения некоторые. И, кстати, когда вы зайдете с другой стороны, здесь опять-таки дурак, кстати, про обновление, когда зайдете с другой стороны, то как раз-таки у вас могут появиться вокруг вас мужчины, либо женщины, если вы мужчина. И здесь вот очень интересное солнце, оно и солнце, и колесница. И тогда, когда вы... Да, вам здесь на пути к вашей цели не хватает эмоций, вы идете на голом энтузиазме, на голой силой воли, и вас не наполняет путь, а здесь вас должен наполнять путь. Как только вы найдете тот способ, когда ваш путь вас наполняет, вы получите и больше сил, и привлечете нужных людей, а для этого вам нужно обнулиться немножко. Что вам мешает? Здесь какое-то старое прошлое, старый опыт, который уже, знаете, настолько застарелый, что пора от него избавляться, от этого опыта, он вам мешает. Соответственно, вы строите стратегии на опыте прошлого, причем на опыте негативного прошлого, и, соответственно, вы боитесь пробовать что-то новое, вы боитесь делать как-то по-другому, и здесь моменты интуиции в том числе могут немножко вставать, потому что вроде как изнутри вы чувствуете, что нужно сделать так, а вы не можете сделать, потому что прошлый опыт вам говорит, что в прошлый раз было снег, башка попала, скажем так, да, и вы больше не хотите, снег, башка попадет. Соответственно, вы этот вариант, например, отметаете, а в данном случае он бы мог вам дать какой-то иной результат, либо если вы поменяете какую-то переменную в этой схеме, да, как можно действовать, соответственно, вы получите немного другой вариант. Здесь как раз-таки о том, что нужно менять схему. Ну, если, например, вы как делали, шли прямо и направо, то в данном случае нужно пройти либо просто прямо, либо прямо и налево. А вы такие, а я в прошлый раз ходил прямо и налево, а мне там вот ай-яй-яй было. Может, надо не налево, а вот по диагонали налево или чуть назад налево. Поэтому пересмотрите ваш прошлый опыт эмоциональной, чувственной сферы, да, какие-то обиды, какие-то неотпущенные ситуации, какие-то неразорванные связи. Почистите свое пространство от ненужного, от убеждений, например, что вам в детстве кто-то говорил, что вы глупый человек, да, глупый ребенок. Вы до сих пор с этим живете и доказываете людям, что вы не глупый человек, не глупый ребенок, да, но вы доказываете из состояния вот того, из состояния ребенка, скажем так. И на вот это доказательство тоже уходит очень много, на самом деле, сил и времени. Сил, которые вы могли бы посвятить для своего пути, для самореализации, а вы эту энергию спускаете. То есть вы могли бы получить намного больше возможностей, если бы не спускали эту энергию. Вот. Ну, что я вам рекомендую в данном случае, если вы хотите обратиться ко мне, это отливки. Кстати, рунами можно почистить тоже. Здесь индивидуально, в любом случае, напишите мне в WhatsApp, все ссылки под видео. Еще что-то для вас можно достать. Давайте посмотрим, как энергии ваши поменяются, когда
вы вот это все прошлое свое отпустите. Можете обратиться к другому специалисту, может, вы сами специалист, можете это сделать. Как поменяются ваши энергии после коридора затмений? Опять-таки, если вы что-то будете делать, вот в этом случае смотрим. Вас в любом случае во время коридора затмений будут информацию вам давать, что вам нужно проработать, какие-то ситуации могут всплывать, какие-то люди могут начать сниться из прошлого, какие-то ситуации повторяться. Это они выскочили, даже 3 руны. Вы себя на самом деле будете чувствовать более уверенными в общении с людьми, вы сможете брать лидерские позиции. Здесь еще у кого-то все-таки немножко про деньги тоже есть доля людей, которые смотрят про реализацию, про деньги. Вы сможете больше свои границы чувствовать, при этом отстаивать, конечно же, и здесь именно новое качество взаимодействия с другими людьми, новый путь и именно во взаимодействии с людьми. В том числе здесь еще хорошая связь с высшими силами, если вы немножко в это не верите, хотя вряд ли, мне кажется, такие люди смотрят расклады, и таро, и руны. Ну, в любом случае, вы знаете, немножко такой у вас канал будет, вы будете чувствовать, что высшие силы, они отвечают на ваши запросы. В каком плане? Ну, например, вы подумали, что было бы неплохо узнать, как собирать самолеты. Ну, например, да. И вам в этот же день коллега, например, на работе сказал: вот слушай, я такое видео посмотрела, там книжку про самолеты посоветовали, хочешь, я тебе скину, например. Либо вы заходите на YouTube, и первое видео, которое вам вылетает, это как построить свой самолет, например, да. Вот такой для вас сегодня расклад. Буду рада вашей обратной связи в комментариях, насколько вы себя узнали, насколько вам было полезно. Ваша обратная связь мне всегда приятна и в том числе полезна для меня. А может, у вас какие-то, кстати, идеи будут для новых раскладов, я всегда за. Так, мы с вами переходим ко второму варианту. Я вас приветствую. У нас сегодня какой-то такой интересный расклад получается. Руны плюс Таро. Давайте мы с вами посмотрим, про что энергии этого затмения, коридора, точнее, затмения для вас. Каких вы энергиях, что вам будут подсвечивать, про что у вас этот коридор затмений. У вас тоже 3 руны. Как интересно. Сейчас я вам расскажу. У вас здесь затыки с движением вперед, с проявлением себя. Здесь может быть как реализация, так и проявление чувств. Но, в принципе, у нас это на все распространяется. Если мы не можем чувства свои показывать, проявлять, мы и мнение где-то свое не можем высказывать, да, очень зависимо от мнения других людей. Здесь может быть закрыта интуиция, не проявляются способности, таланты. Это не обязательно про эзотерику, но и тоже про эзотерику в том числе. У вас здесь как перекрыто прям проявление себя в этот мир. Вы, например, там человек творческий, но занимаетесь совершенно не творческими вещами, а вам очень хочется. Сфера реализации может быть закрыта. Если первый вариант, он больше про отношения, то здесь прям про реализацию, про хобби. То есть здесь вы как-то не можете делать то, чего вы хотите делать.
Вы свою интуицию не слышите, себя не слышите, душу не слышите, подсказки не видите. Здесь такое очень хаотичное движение, вы можете начинать бросать. Вам всегда нужен какой-то источник вдохновения извне. То есть какая-то, вы знаете, как чтобы вас пнули, да, как говорится, чтобы вы что-то сделали, при том, что сделали то, что вам нравится, то, что вам хочется делать, но при этом вам всегда нужен какой-то человек, который вас вдохновит на эти действия. То есть изнутри у вас вот этого позыва нет, точнее он есть, но он очень перекрыт, скажем так. Здесь страхи на проявление себя, на проявление творчества, своего мнения. И это причем очень какие-то такие... Вы не понимаете, почему на самом деле. То есть вы как бы боитесь это делать. То есть совершенно неосознанные какие-то программы, неосознанные страхи, блоки, убеждения. Они могут быть, кстати, родовыми, могут быть из прошлой жизни. Но это уже, так скажем, нюансы. Так, вот такая у вас тема. На этот коридор затмений вам будут очень сильно подсвечивать эту сферу. Вас могут, кстати, там приглашать, если вы хотите петь, то вас будут приглашать на какие-то уроки пения, бесплатные показы, либо в караоке друзья могут звать, либо на актерское мастерство, либо на выставки, форумы на того, что вы хотите. Ну, например, вы можете и в карьере, в принципе, не реализовываться, потому что боитесь там как-то проявиться к начальству, что-то предложить, свои идеи. Вас могут активно звать на конференции, на выставки, на совещания. При этом чаще всего вы там отмалчиваетесь на самом деле, хотя у вас довольно неплохой потенциал в той сфере, в которой вы хотите проявиться. Это, кстати, очень сильно на деньги влияет, на ваши. Чем-то похож на первый вариант, только там было про отношения, здесь про деньги. Но вы уже в этой трансформации, вы уже задумывались, что с этим делать, искали какие-то пути, возможно, решения того, как можно с этим поработать. Кстати, вы можете готовую отливку приобрести групповую. Особенно если вы никогда отливки не пробовали. Вот можете попробовать, у меня есть в записи. Ну, либо приходите на индивидуальное, это тоже классный опыт. Поработаем с вашей проявленностью. Если вы хотите способности конкретно открывать, то прям я бы вас на сессию взяла. Либо с каким-то другим специалистом. У вас очень сила, как скажем, большой потенциал на проявление, причем очень много скрытых эмоций внутри, которые вы могли бы использовать в своей деятельности. То есть у вас энергия эмоций очень сильна, а вы ее подавляете. Эмоции можете подавлять, да. Вам этого делать нельзя. Ну как нельзя? Вам нужно учиться этим пользоваться, этим управлять, и тогда у вас будет больше сил, больше каких-то возможностей, вы себя и чувствовать будете лучше. А пока вы отсиживаетесь в тени, на самом деле. Вы можете даже как-то и не то, чтобы не видеть ваших даров и талантов, вы можете считать их незначительными на самом деле. Вы можете
как-то считать, что ничего особенного у вас такого нету, что, в общем-то, у вас просто это перекрыто, поэтому вы не ощущаете вот эту силу, которая есть внутри вас. И вам вроде высшие силы как подталкивают, показывают, а вы очень сильно сопротивляетесь сами в каком-то смысле. Ой. Давайте так, что вам поможет начать прорабатывать эту тему, либо даст эффект, вот с чего вам нужно начать. Понятное дело, что здесь прям вот вот эта руна Сол, да, это проявленность, огонь, и две руны перекрывающие. То есть это лед, и это у нас с вами наутис, ну как, неизобилие, слово забыла, но вот похожее слово неизобилие, перекрытие в том числе. У вас как под колпаком, вы так можете себя и чувствовать, что вы как будто вот выходите на улицу, и вы под колпаком, вас никто не видит, на вас плащ-невидимка, ну и как-то вот вроде бы вы понимаете, что вы не обделены какими-то талантами, дарами, харизмой, но вас люди как будто бы не замечают. И вы, в принципе, иногда и сами предпочитаете в компаниях отмалчиваться. Что вам поможет? Начните проявляться тет-а-тет. В каком плане? Ну, например, если вы хотите... Ну, давайте возьмем такую тему, выступать со стендапом, с шутками какими-то. Начните это делать тет-а-тет, да, кому-то одному рассказывать, кому-то одному показывать. И постепенно наращивайте аудиторию. То есть здесь вам нужно налаживать связи с другими людьми и наладить взаимодействие с ними, и чтобы они увидели вас. То есть вы чаще всего можете слушать других людей и не говорить ничего про себя. Начните в разговоре тет-а-тет рассказывать про свои увлечения, про свои таланты, показывать, что вы умеете, и тем самым вы начнете проявляться в этот мир и начнете прорабатывать эту тему. Не принижайте при этом свои дары и таланты, как будто бы вы там что-то у кого-то украли. Если вам говорят, что вы классно нарисовали, скажите спасибо. Не нужно вот этот синдром самозванца здесь выгуливать о том, что да ладно, все так умеют, ничего такого я особого не сделал, у всех так получается. Начните принимать комплименты, когда кто-то ваши навыки хвалит. И начните проявлять, в том числе у кого-то здесь прям конкретно вы это запрятали, назовем это так, в теневую сторону. И вообще даже вам кажется, что если вы это проявите, то вас могут как-то неправильно понять, как-то неправильно очернить, что ли, вас, как сказать, осудить, вот. Почитайте, вам что может помочь, истории успеха популярных людей. Посмотрите про блогеров, которые вам нравятся. Сейчас вот они, если раньше говорили про успешный успех, очень много показывали вот это, какие мы классные, все такое. Сейчас люди начали рассказывать о том, что у них есть хейтеры, что люди это все им пишут. И здесь о том, что даже у талантливых людей есть какие-то хейтеры, да, хейтеры, без разницы, о том, что это не всегда про вас, это не всегда про тех людей, которым пишут, в данном случае это не всегда про блогеров.
Например, посмотрите, что пишут вашим любимым блогерам, которыми вы восхищаетесь, да. Например, вам нравится какая-то девушка-блогер, вам нравится, как она выглядит, как она красится, как она одевается, а вы вот полностью человеком восхищаетесь и считаете, что человек, классный. Посмотрите в комментариях, кто-нибудь там напишет: уродина, еще что-то, и одеваешься не так, и носишь не то, и все это. И вы должны понять, что человек просто выплескивает свое недовольство жизнью, какие-то свои блоки показывает. Чаще всего человек просто несчастлив, может завидовать, может еще что-то. И чаще всего то, что он пишет, совершенно не касается того человека, которому он пишет, особенно если он этого человека не знает. И вот тем самым вы вот это немножко сдвинете с места, то, что когда вас осуждают, чаще всего человек говорит про себя, а не про вас. Видела часто такое видео, может быть, от одного человека, может, это разные люди, когда предлагают, например, подставлять что-то, какой-то негативный комментарий, или вам что-то негативное сказали, подставлять так же, как и я. Да? Например, человек пишет: да ты глупая, я прям слова подбираю, чтобы не резкие были, да ты глупая, там, толстая, необразованная свинюшка. И следующее, что подставляете, такая же, как и я. Да, то есть о том, что человек всегда пишет про себя. Он себя где-то считает необразованным, он себя где-то считает недалеким, он себя где-то считает некрасивым, и он это напряжение скидывает, проецирует на другого человека, тем самым хоть как-то избавляясь от него. И здесь, чтобы вам начать проявляться, вам нужно понять эту связку, что вот это все осуждение, оно вас никак не касается. А здесь для этого вам нужно выстроить опору на себя, на свое мнение и на признание своих даров, талантов, навыков, опыта, работы в данном случае, да, что вы действительно человек, который может дать результат, что у вас есть опыт, что вы не новичок, и в это все поверить самому. Тогда что? Ух ты, 2 туза, причем туз кубков, туз жезлов. Отлично, тогда ваша энергетика, она обновляется, вы начинаете взаимодействие с людьми видеть совершенно по-другому. У вас появляется больше энергии и при этом больше уверенности в себе и больше спокойствия. Вы начинаете проявлять свои эмоции. Что у нас еще здесь? Да, вам просто не хватает знаний о вот этом всем, как это все работает, возможно, где-то психологии, как люди проецируют. Посмотрите на эту тему. Можем с вами поработать. Все контакты под видео. Так, Иерофант и 9 кубков. Вы когда, причем заметьте, здесь soul и здесь soul, и вот он у нас soul. То есть это руна славы, это руна популярности, это руна такого магнетизма. Когда у вас идет понимание, как люди взаимодействуют, почему они так делают, что это вы перестаете мнение других людей ассоциировать с тем, какой вы есть человек, да, в данном случае, и вы выходите в своем проявлении совершенно на другой уровень. Да даже в том плане, что вы, когда видите какие-то, в вашем понимании, глупые ролики, да, человек там что-то снял и выкинул, да вы не думаете про него потом весь оставшийся месяц, вы просто пролистали и забыли. Также и другие люди про вас. Если что-то им не понравилось, кто-то вообще пролистает и забудет. А вы при этом
ну, как сказать, самовыразились, да, то есть вы что-то сделали, вы выпустили эту энергию вовне, сейчас она у вас бурлит внутри, причем при этом у вас может быть состояние нехватки энергии, на самом деле у вас энергии много, сил у вас много, но она как у вас внутри бродит и перекисает, поэтому есть такое состояние, будто сил мало, не хватает, а вам нужно просто выпустить вашу энергию. Она как перекисает, знаете, и уже начинает тухнуть, например. Вот это неудовлетворение, которое вы внутри чувствуете, это вот от прокисшей энергии, которую вы не выпустили вовне. А здесь ваш девиз «хочу, могу и делаю». Придумал идею, сразу реализовал, придумал, реализовал, придумал, реализовал. Чтобы у вас внутри вот этой энергии не копилась, и чтобы она изнутри вас не сжигала. Тогда вы рискуете, я прям так скажу, выйти на другой уровень. Вы прям очень рискуете выйти на другой уровень. Получить даже какую-то уверенность в себе, варианты, возможности. И начнете эту энергию проявлять. Давайте посмотрим, какие энергии у вас будут, когда вы поработаете насчет вашего проявления себя, талантов, возможностей и все такое. Неважно, со мной вы будете работать, с кем-то, сами, либо вы сам себе мастер и тоже у вас есть какие-то техники. Давайте посмотрим, но это в том плане, что когда вы именно сделаете что-то с этим, а не то, что вот коридор затмений сам за меня сделает. Вам подсветят, вас будут подталкивать по этой теме, подсказки какие-то подсылать, ну, в том числе это видео тоже вам подсказка. У вас включится интуиция, вам включится подсказки, опять-таки вы станете их больше слушать, у вас внутренний стержень станет более твердым в хорошем смысле, и вы станете взаимодействовать с людьми по-другому, где-то вы даже начнете проявлять лидерские ваши способности, лидерские качества, придумывать, ну как придумывать, реализовывать скорее больше идей у вас и так много, и вы станете воплощать их в жизнь. Новое взаимодействие с людьми будет у вас. Вы наконец-то ваш вот какой-то поток, откроете краник вашего потока хотя бы, почистите некоторые зазоры, и это, знаете, как кран, который очень долго был закрыт, вы по чуть-чуть этот краник проявления себя начнете открывать. Что ж, я вас благодарю за то, что вы были со мной. Обязательно напишите ваши резонансы, возможно, какие-то ваши истории кому-то помогут. Может, у вас какие-то есть свои способы реализации. Напишите, кому-то поможет в комментариях, в том числе. Чем больше идей, тем лучше. У каждого ведь, как говорится, свое. Вот, я вам буду благодарна за обратную связь, за ваши донаты, за любую помощь каналу. В том числе, если вы поделитесь этим видео с вашими знакомыми, друзьями. И давайте посмотрим троечек. Я вас приветствую. В чем ваш коридор затмений? Про какие энергии? Про что? Посмотрим на рунах. Так скажем, какая красная нить будет у вас в этом коридоре затмений? А вас конкретно уже подталкивают. Вас конкретно ведут к обновлению. Сейчас, что за обновление? 2.
Здесь, чтобы ваши цели наконец-то начали реализовываться, вам нужно жизнь вашу поменять на 180 градусов. Сейчас я еще кое-что уточню. Здесь вам, возможно, нужно в том числе не то чтобы позаботиться о себе, здесь нужно решить какие-то задачи, вас к этому прям подводят, вам что-то подсвечивают, подкидывают, что вот с этим реши, вот на это посмотри. И есть некоторое сопротивление, которое тоже нужно убирать. У вас здесь 2 руны движения, при том, что вы сейчас можете двигаться на энтузиазме, на силе воли, на каких-то подсказках. И когда вы решите ваши задачи, уберете сопротивление ваше, защиту вашу, наполнитесь ресурсами, наполнитесь энергией, то вас, так скажем, понесет с удвоенной силой. Да, вы должны принять решение, что вы действительно хотите этих целей. Возможно, есть смысл пересмотреть ваши цели, насколько они ваши, и насколько вы движетесь в том направлении, в котором вы сейчас движетесь. Да, тогда у вас может прорыв состояться, более быстрое движение пойдет, если вы пересмотрите цели. Возможно, вам есть смысл пересмотреть мотивацию к вашим целям. Скорее всего, это видео выйдет позже, но там будет разбор про вторичные выгоды, почему мы чего-то не имеем. Вот вам будет очень его нужно посмотреть, вы какие-то для себя инсайты возьмете. Тогда у вас пойдет вот изобильная полоса, так скажем. Вы станете более изобильным человеком как внутри, так и снаружи. Какая такая ружа, да? Нас и тут неплохо кормят. Вот вы где-то можете немножко тормозить, да, в движении. Давайте посмотрим, что вам подсветят в коридоре затмений. Да, здесь про какое-то наполнение, залезать раны, так скажем. Здесь может не хватать энергии, но опять-таки эта энергия может уходить на сопротивление, не на борьбу, а именно на какое-то сопротивление. Опять-таки вторичные выгоды, да, например, хотим денег, но боимся попросить повышения зарплаты. Ну, это прям такой совсем в данном случае примитивный пример. Вам помогут, то есть если вы сами не разберетесь с вашим сопротивлением, вас, как говорится, не умеешь научим, не хочешь заставим. А вот в этот коридор затмений вас прям заставят с этим сопротивлением разобраться. Ну, либо ситуации подкинут, либо людей подкинут, либо будут подкидывать информацию, либо вот видео, вам тоже в этом видео информацию. Если хотите с этим поработать, пожалуйста, под видео есть контакты, напишите. У меня есть разные варианты работы с этим. Могут вас уводить в другую сторону, как сказать, искушать, да, поведетесь, не поведетесь. Вот. Ну, самый такой пример, скажем, суеты могут много наводить, да, то есть вы, например, идете в магазин, чтобы купить полезной еды, по дороге вы встречаете
палатку с ароматными пончиками, покупаете пончики, наедаетесь этих пончиков, до магазина не дошли, деньги тоже проели, а продукты так и не купили. Ну, вот такой простой пример, вот может быть вот так. Здесь вам также очень важно пересмотреть опять-таки цели, какие ваши, какие не ваши, какие действительно вы хотите, и убрать вот эту лишнюю суету из своей жизни, когда непонятно вообще, день прошел, число сменилось, ничего не изменилось, да, вот это может быть ваша часть. Причем смотрите, какие похожие карты, с чего начинали, правда, это 5 пентаклей и 10 мечей, но вот да, о том, что число сменилось, ничего не изменилось. При этом вы можете уставать, при этом вы можете много чего делать, но совершенно не продвигаться к вашим целям, потому что вам не хватает устойчивости, где-то не хватает информации, где-то не хватает силы воли, да, чтобы доделать или прийти туда, куда вы действительно хотите прийти. Здесь вам поможет в данном случае в коридор затмений сосредоточиться на чем-то одном, да, выбрать какую-то одну сферу, одну цель и полностью ее пересмотреть, перебрать с разных углов, да, насколько ваша, не ваша. Возможно, пересмотреть мотивацию. Ну, например, вы хотели там заработать больше в 2 раза, чтобы закрыть долги, а вам это не мотивирует, и вас мотивирует зарабатывать в 2 раза больше, чтобы, например, поехать куда-то, да, то есть вы заработанные деньги, например, можете часть откладывать на поездку, либо на какую-то покупку, и часть погашать долги, например. Здесь должна быть какая-то такая цель, которая вам действительно важна и ценна, которая дает вам энергию, которую вы вот прям видите и думаете, хочу, вот прям хочу, и готов вот делать все, что угодно, чтобы получить эту цель. Да, тогда вам будет даваться энергия, вам будут даваться возможности, люди какие-то, вам будут подсвечиваться, что вам нужно сделать, да, что вам, возможно, нужно убрать уже из своей жизни, что вам мешает, то есть вам это будет подсвечиваться вполне. Здесь еще вам очень сильно поможет круг единомышленников. Если вы, например, хотите зарабатывать в 2 раза больше, начать, то вам, возможно, помогут какие-то чаты, да, либо вы можете собрать какой-то чат тех же людей, кто хочет вот в 2 раза больше зарабатывать, может пойти к какому-то коучингу, либо в какой-то курс, да, по заработку, где люди идут к той же цели, что и вы, и вот вам очень здесь важно поддерживающее окружение. Потому что у вас очень много сопротивления. У вас очень много каких-то установок ментальных, почему нет. Которые, кстати говоря, вас защищают. От чего защищают? От чего вы защищаетесь? От каких-то неправильных решений, от каких-то промахов, от каких-то ошибок. У вас, кстати, здесь может быть сильный страх ошибки. И вам проще не делать, чтобы вот не испытывать вот эту горечь ошибок, горечь разочарований. Ну, например, вот самый такой популярный пример, да, вот эта лампочка, по-моему, Эдисона или кто-то там, когда сколько-то он там 200 раз условно терпел неудачу, а на 201-й он наконец-то сделал эту лампочку.
А представляете, если бы он 200 раз не делал, не ошибался, ну, не было бы 201 раза. И очень многие успешные, знаменитые люди говорят о том, что они очень много раз пытались, они очень много раз ошибались, они очень много раз терпели неудачу, и зато они приобрели очень большой опыт, который помог им все-таки забраться на эту вершину, покорить свою цель и прийти к этой цели. Да, здесь очень важно упорство, и вот этот страх неудачи, его нивелировать на самом деле, потому что он вам не дает как раз-таки двигаться вперед. Вы себе прямо перекрываете это движение, хотя могли бы на самом деле очень неплохо продвинуться, если бы убрали вот этот страх ошибки. И, кстати говоря, добиться очень хороших результатов. У вас здесь очень важна настойчивость, мотивация, дисциплина. Даже если не получается с другой стороны зайти, быть настойчивым, верить в себя, в свои силы, то, что вы эту цель хотите. Вот как мы вначале говорили, вам очень важно действительно хотеть эту цель, чтобы вы на полпути не бросили. Да, тогда вас здесь ждет успех, если вы будете твердо идти к этой цели, вот несмотря ни на что, пробовать, ошибаться, опять пробовать. Естественно, не одно и то же делать, то есть если вот этот способ вам не помог, ну, есть смысл найти какой-то другой, с той стороны, с этой стороны, да. Тоже как пример, самый целеустремленный человек, который хочет в туалет, да. Вот здесь вы готовы попробовать любую дверь, которая откроется. Ну так, минутка юмора. Вы же не скажете, ну, эта дверь не открылась, значит, не пойду в туалет. Ну, как бы нет. Здесь нет вариантов. Вы побежите искать другую дверь в другом торговом центре, в другом каком-то здании, и в пиццерию какой-нибудь зайдете, не пустят, вы зайдете еще в какой-то магазин, спросите, вот, и вы найдете, да, вы найдете. И здесь вам действительно нужно иногда посмотреть совершенно с другой стороны, чтобы сделать другой выбор и пойти немножко по другой дорожке. Вот здесь как раз мы с вами об этом говорили, и вот здесь тоже эта руна выпала. Вам нужно посмотреть на вашу цель с другой стороны, убрать сопротивление. Да, возможно, это будет не очень быстро, но вы сможете перевернуть как бы это видение, сможете пойти по тому пути, которому вы действительно хотите. Ну да, есть некоторые такие, как сказать, неосознанные страхи, неосознанные убеждения, где-то есть смысл поработать, если знаете, как поработаете, не знаете, приходите поработаем. Возможно, вам подкинут какие-то медитации. Делайте запросы, что я вот хочу продвинуться к такой-то цели, что мне нужно убрать. Вот как минимум вам это видео уже подсказка, что вам убрать. Кстати, можете готовую отливку приобрести. Напишите мне в WhatsApp, я вам расскажу. Так, и давайте с вами посмотрим, что будет, если вы проработаете вот это сопротивление, покрутите, повертите вашу цель. Не хочет цель уходить. Что тогда будет, какие энергии, с чем вы тогда, к чему придете, когда это сопротивление уберете, страх ошибки уберете. Ну, естественно, в том объеме, в котором вы сейчас можете
что тогда будет? Здесь вам нужно осознанное, направленное действие, да, как я вам вот сказала, какую-то одну сферу выбрать, не распыляться, как говорится, не успевать здесь, там и еще за того парня. А здесь нужно эффективное взаимодействие, искать подсказки, искать наиболее эффективное решение, искать информацию, например, если вы развиваете свой блог, посмотрите, как это делают другие, посмотрите видео, рекомендации, возможно, действительно на какой-то курс записаться здесь, либо к какому-то специалисту записаться. Здесь есть некоторые денежные вложения. У каждого они разные будут, поэтому не буду заострять на этом внимание, но у вас должно быть осознанное движение к вашей цели. И тогда это движение будет быстрее. Те же руны, кстати, выпали. Вам, причем, кстати, в движении к вашей цели могут помочь другие люди. Либо через других людей вы можете получить более какой-то интересный вариант вашей цели. Эта цель вам может принести как денежный результат, так и, как бы сказать, тот результат, который для вас ценен. Ну, например, если вам ценна информация, знания, то вы можете получить больше информации, больше знаний. Если в данном случае для вас ценны деньги, то принесет деньги. Если для вас ценно какое-то качественное общение, новые люди, то принесет вот это вот больше качественного общения. Если для вас нужны впечатления, больше впечатлений. Ну вот то, что для вас очень ценно, то потом вам это взаимодействие и даст. Что ж, я вас благодарю за внимание. Очень интересно было посмотреть, на самом деле, в таком варианте. Я надеюсь, что вам было полезно, что вы для себя получили информацию. Буду рада вашей обратной связи. Все ссылки всегда у меня под видео в описании. Добавляйтесь в телеграм-канал, там мы с вами тоже общаемся. И в формате аудиоподкастов. Пока что он открытый, потом посмотрим. Все. Всем удачного коридора, удачной смены мышления, изменения жизненных сценариев. Все всегда к лучшему. Все, пока-пока.